Привет. Есть одна марка часов, которая не сильно на слуху, но при этом довольно неординарная, и часы делают довольно красивые и самобытные. Сегодня у меня на обзоре часы Glycine Combat SAP. Часы из франкоговорящей части Швейцарии, поэтому они произносятся скорее Glycine, но мне привычнее англоязычный Glycine. Не знаю, буду говорить и так, и эдак. Диаметр часов составляет классические 42 мм, высота от ушка до ушка 50 мм. Удивительно тонкий корпус для часов с автоподзаводом 10,6 мм. Вес на нейлоновом ремешке 88 грамм. Ширина ремешка 22 мм. Что касается внешнего вида, обращает на себя внимание цвет стрелок и меток. Немного бронзовые, как будто выцвевший от времени цвет ретро-часов. Выглядит приятно. Еще интересно, что часовая разметка выполнена цифрами только в 24-часовом формате по внутренней окружности циферблата. Минутная разметка расположена по внешнему контуру циферблата с шагом в 10 минут. Примечательно, что на 12 часов минуты начинаются с нуля, а часы с 24. Мне очень нравится, как сделано окошко с датой. Вообще, в последнее время я стал ценить часы без даты, так как это помогает сохранить симметрию циферблата. Здесь же этого тоже почти удалось достичь. Дата не выбивается из общей композиции. Вместо метки на 3 часа расположено окошко с датой, а черный фон помогает ему не сильно выбиваться. Еще мне нравится, что Glycine не добавили лупу, так называемый циклоп, для увеличения размера даты. Размер шрифта даты довольно мелкий, но без лупы мне нравится больше. Это, конечно, субъективно, дело вкуса. В верхней части циферблата мы видим логотип в виде короны и название бренда Glycine. В нижней части название линейки Combat SAP с пометкой Automatic, потому что есть кварцевая версия, а также уровень водонепроницаемости 20 атмосфер. В самом низу мелким шрифтом притягательная надпись Swiss Made. Мне нравится набор стрелок у этой модели, потому что есть другие модели Combat SAP со стрелками, очень напоминающими Rolex Submariner. Но эти мне нравятся больше. И нравится, что делают другой дизайн, отходя от Submariner. Безель стальной с алюминиевой вставкой, размечен минутами с шагом в 10 минут. По виду напоминает безель Submariner. Вращается в одну сторону с 60 щелчками. Хват крепкий и вращать удобно, хотя сам безель довольно тонкий. Сверху, где начало отсчета, на безеле имеется точка со светонакопительным составом. Корпус обработан аккуратно, но без изысков. Лицевая часть сатинированная, боковые грани полированные. Заводная головка завинчивающаяся, прикрыта боковыми наплывами. На заводной головке имеется логотип Glycine в виде короны. На задней крышке перечислены основные характеристики часов, а по центру изображение трезубца Посейдона и 2 морских котика. Надпись Combat и Glycine. Гравировка красивая. Ремешок нейлоновый НАТО. Легко продевается сквозь ушки и шпильки. По качеству и исполнению неплохой, но ничего особенного. Хотя не знаю, что может быть особенного в нейлоновом ремешке. Бакля имеет надпись Glycine, фурнитура стальная, все строчки ниток ровные и аккуратные. Приятная мелочь, место над отверстиями дополнительно обшито кусочком кожи. Это помогает со временем не волоситься местам с отверстиями. Есть версии часов на браслете. Мне кажется, часы и на кожаном ремешке смотрятся отлично. Довольно универсальные, мне кажется. Механизм этих часов указан как GL224. За основу взят у ранних моделей ETA 2824-2, а позже, как у данной модели, Sellita SW200-1. Sellita практически полностью соответствует ETA и обеспечивает такой же уровень исполнения и точность хода. На приборе в положении циферблатом вверх точность хода оказалась отличной. Отклонение 0 секунд в день. Конечно, реальная точность хода зависит от множества факторов: условия эксплуатации, положение в пространстве, температура, насколько заведена заводная пружина и прочее. В моем случае в течение недели носки мои часы ушли на 7 секунд вперед. Это самые точные часы, которые у меня когда-либо были. Светонакопительное покрытие на метках и стрелках как будто смешано с краской. И хотя это дает интересный цвет, но похоже, что ухудшает свечение в темноте.
Сравните яркость точки на безеле с яркостью на стрелках и метках. В целом, и хоть камера это не передает, после часа в темноте время все еще читается и стрелки и метки видны. Хочется сказать несколько слов про сам бренд Glycine. И хоть это не очень известная компания, далеко не первая, которая приходит в голову, когда говоришь о швейцарских часах, но тем не менее компания с историей. Основана в 1914 году в Швейцарии. Glycine были в числе пионеров в производстве часов с автоподзаводом. В 1930 году Glycine получила патент на часы с окошком даты. В 1931 году в Glycine придумали специальный модуль Autorotор, превращающий часовой механизм с ручным заводом в автоматический. И хотя Glycine не создали первые часы с автоподзаводом, они были первыми, кто начал массовое производство автоматических часов. В 1953 году компания представила модель пилотских часов Airman с 24-часовой шкалой. Часы были первыми наручными часами, позволяющими отслеживать время в нескольких часовых поясах. Линейка Airman является довольно знаковой в портфолио часов Glycine. В 1965 году Glycine Airman побывали в космосе. В 1967 году появляется модель Combat, нацеленная на наземные войска. В 90-х годах компания представила линейку моделей Combat SAP, покрыв тем самым три стихии – небо, землю и воду. Combat SAP стал еще одной знаковой линейкой часов Glycine. С 2016 года Glycine принадлежит Invicta Watch Group, но часы продолжают делать в Швейцарии. Как видите, бренд не только с историей, но и интересно своими разработками. Что хочется сказать в заключении? Это мои первые автоматические швейцарские часы, которые я купил себе новыми. Впечатления довольно приятные. От внешнего оформления нет никакого вау-эффекта. Задняя крышка классно выгравирована. Но от точности хода такой эффект есть. Я поражен точностью хода этих часов. Еще это удивительно тонкие часы для часов с автоподзаводом. Я доволен. Если вам понравилось видео, поставьте палец вверх. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, если вам интересна тематика часов и моя манера подачи. До новых встреч, всем пока!